Представьте себе это. Джейн, которая всегда была душой компании, приводит домой Тома, бездомного, в которого она влюбилась. Ее друзья и семья шокированы, перешептываются за ее спиной, осуждая каждый ее шаг. Но однажды вечером, после нескольких месяцев раздумий, Джейн наконец собрала всех в комнате и сказала: «Я думаю, пришло время вам всем узнать, почему мы с Томом поженились». То, что она рассказывает дальше, повергает всех в ошеломленное молчание. Ее родители, которые смеялись и сомневались в ее решении, теряют дар речи. Что это может быть за тайна? Но, прежде чем мы углубимся в историю, сделайте себе одолжение и поставьте видео на паузу прямо сейчас. Нажмите на кнопку «Мне нравится» и давайте посмотрим, сможем ли мы набрать 1000 лайков под этим видео. И если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь на свой любимый канал Story. Также не забудьте нажать кнопку оповещения, чтобы не пропустить самые свежие и странные истории. Поверьте нам, вы не захотите пропустить то, что ждет вас впереди. А теперь сядьте поудобнее, расслабьтесь и приготовьтесь удивляться, когда мы отправим вас в незабываемое путешествие. Не забудьте поделиться с нами своими впечатлениями в комментариях ниже. Мы рады вашим отзывам. Без дальнейших церемоний давайте сразу перейдем к делу. Джейн всегда была центром любого мероприятия. Ее смех был заразительным, а энергия – яркой и завораживающей. Все, кого она встречала, влюблялись в ее живой дух, обаяние и бесконечный оптимизм. Вечеринки, ужины и общественные мероприятия не обходились без нее, и она процветала в окружении друзей, семьи и приятной беседы. Но на самом деле Джейн всегда была чем-то большим, чем просто душой компании. Ее сердце стремилось к более глубоким связям, к значению, выходящему за рамки блеска светских мероприятий. В один из таких вечеров, когда Джейн возвращалась домой после особенно насыщенного событиями ужина с друзьями, ее жизнь изменилась навсегда. Воздух был холодным, и она плотнее закуталась в пальто, проходя мимо ряда магазинов на тускло освещенной улице. Она задумалась, вспоминая смех и разговоры, которые слышала ранее, когда заметила фигуру, одиноко сидевшую возле угла старого здания. Его одежда была оборванной, а лицо скрыто в тени поношенной кепки. Джейн замедлила шаг. Ее любопытство достигло предела. Что-то в нем отличало его от обычных бездомных, которых она видела в городе. Возможно, дело было в том, как он сидел, не ссутулившись от поражения, а прямо. Как будто он оберегал частичку достоинства, которую улицы еще не украли. Джейн на мгновение заколебалась, но затем, в силу своей натуры, подошла к нему. «Привет», — мягко сказала она, одарив его теплой улыбкой. «Тебе что-нибудь нужно? Что-нибудь перекусить?» Мужчина медленно поднял глаза, и у Джейн перехватило дыхание. В его глазах, несмотря на усталость, читались глубокая печаль и понимание, которых она не ожидала. Он кивнул почти неохотно. «Мне много не нужно», — сказал он хриплым голосом, как будто давно не разговаривал. «Но все равно спасибо». Джейн не колебалась ни секунды. Прежде чем вернуться к нему, она заглянула в ближайший гастроном, взяла сэндвич и бутылку воды. Она села рядом с ним на холодный тротуар и протянула ему еду. Он принял ее, слегка кивнув, но есть сразу не стал. Вместо этого они посидели в тишине, слушая, как на заднем плане гудит городской шум. Двое незнакомцев в момент неожиданного сближения. «Как тебя зовут?» — спросила Джейн через некоторое время. «Том». Он ответил просто, не предлагая ничего больше. Джейн кивнула. «Меня зовут Джейн. Приятно познакомиться, Том». Он не ответил, но она могла сказать, что он ценит ее компанию. В течение следующих нескольких недель Джейн часто думала о Томе. Она начала искать его по дороге домой, и каждый раз, когда она проходила мимо этого угла, он был там.
Поначалу их беседы были короткими, в основном говорила Джейн, а Том отвечал короткими фразами. Но постепенно что-то изменилось. Том начал понемногу раскрываться, и Джейн поняла, что хочет узнать больше об этом человеке, чья жизнь каким-то образом приняла такой трагический оборот. Шли недели, и история Тома раскрывалась все шире. Он не всегда был бездомным, отнюдь нет. Когда-то Том был успешным предпринимателем, управлявшим технологическим стартапом, который привлек к себе внимание и восхищение в деловом мире. Он был на верном пути к тому, чтобы стать известным в отрасли, инвесторы охотно поддерживали его идеи, а коллеги уважали его видение. Какое-то время жизнь была хорошей. Но, как это часто бывает, успех пришел вместе с рядом трудностей. Том доверял людям, которые не принимали близко к сердцу его интересы, и не успел он опомниться, как компания, которую он построил, вышла из-под его контроля. Серия неудачных сделок, некоторые финансовые махинации и предательство его ближайших партнеров привели к краху всего, ради чего он работал. Том потерял свой бизнес, свой дом, и вскоре после этого вся его жизнь начала рушиться. Пока он говорил, Джейн внимательно слушала, и ее сердце разрывалось от жалости к нему. Она не могла себе представить, каково это – потерять все, упасть с такой высоты и приземлиться в канаву. История Тома была историей стойкости. Несмотря ни на что, он выжил, он не сдался, даже несмотря на то, что жизнь отняла у него все. И Джейн поняла, что именно это и привлекло ее к нему. Было что-то такое в спокойной силе Тома, в его нежелании позволить миру полностью сломить его, что находило отклик в ней. Они продолжали встречаться на том же месте каждый вечер, и вскоре их дружба окрепла. Джейн приносила ему еду, одежду и одеяло, но, что более важно, она поддерживала беседу. Она относилась к нему как к человеку, а не как к объекту благотворительности, и впервые за долгое время Том почувствовал, что его заметили. Он почувствовал, что его ценят. Однажды холодным вечером, спустя несколько месяцев после их первой встречи, Том взглянул на Джейн по-другому. Выражение его лица смягчилось, и Джейн впервые увидела, как в его глазах вспыхнула надежда. «Джейн», — начал он тихим и неуверенным голосом, — «я не знаю, как и благодарить тебя за все, что ты для меня сделала». Джейн покачала головой. «Тебе не нужно благодарить меня, Том. Я просто рад, что мы встретились». Том улыбнулся легкой, неуверенной улыбкой, которая говорила о многом. «Я никогда не думал, что снова испытаю такое», — признался он. «Хоуп, ты дала мне то, чего у меня давно не было». Именно тогда Джейн поняла, что влюбилась в него. Это было не внезапное осознание, а постепенное осознание, которое росло с течением времени. Том, несмотря на обстоятельства, воплощал в себе все, чем она восхищалась в человеке. Он был добрым, вдумчивым и жизнерадостным. У него было большое сердце, несмотря на то, что жизнь пыталась его сжать, и Джейн, без сомнения, знала, что хочет быть с ним. Но когда Джейн представила Тома своей семье, все пошло не так гладко, как она надеялась. Ее родители были в ужасе. Ее друзья, которые всегда восхищались ее вкусом и элегантностью, не могли понять, почему она выбрала такого человека, как Том, человека, который ничего не мог ей предложить. По крайней мере, они так думали. Мать Джейн, в частности, была непреклонна в своем неодобрении. «Ты, наверное, шутишь, Джейн», — сказала она однажды вечером, после того, как Джейн пригласила Тома на ужин. «Ты собираешься выйти замуж за человека, который жил на улице. Что он может тебе дать? Ты заслуживаешь гораздо большего». У Джейн защемило сердце от слов матери, но она стояла на своем. «Я люблю его, мама», — твердо сказала она. И это все, что имеет значение. Ее мать это не убедила. Она считала, что Джейн совершает ошибку,
и не пыталась скрыть своего разочарования. Друзья Джейн были не лучше. Они перешептывались у нее за спиной, шутили о ее проекте по спасению и задавались вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем она придет в себя. Но Джейн было все равно. Она знала, чего хочет, и никому не собиралась позволять переубедить ее. Том, со своей стороны, чувствовал тяжесть их неодобрения. Он знал, что он не такой, каким они представляли Джейн. Он видел выражение их лиц, то, как они насмехались над ним, когда Джейн не видела. Он слышал перешептывания, шутки, недоверие, и это причиняло боль. Но любовь Джейн придавала ему сил. Когда она была рядом, он чувствовал, что может справиться с чем угодно. Несколько месяцев спустя Джейн и Том решили пожениться. Это не было грандиозным мероприятием. Всего лишь небольшая церемония с несколькими близкими друзьями. Джейн не пригласила своих родителей. Она знала, что они этого не одобрят, и не хотела, чтобы их негатив испортил то, что должно было стать самым счастливым днем в ее жизни. Вместо этого они с Томом обменялись клятвами в тихом парке, в том самом месте, где они впервые встретились. Это было просто, но идеально. Родители Джейн узнали о свадьбе несколько дней спустя, когда в их почтовый ящик пришло свадебное объявление. Ее мать была в ярости и немедленно позвонила Джейн, чтобы потребовать объяснений. «Как ты могла выйти за него замуж, не сказав нам?» Голос ее матери был резким от гнева. Недоверие сквозило в каждом слове. «Ты растрачиваешь свою жизнь ради человека, у которого ничего нет». Но Джейн оставалась спокойной. «Я не хотела негатива, мама», — просто сказала она. «Я люблю Тома и не хотела, чтобы ты или кто-то другой испортил нам день». Молчание ее матери на другом конце провода было оглушительным. После долгой паузы она, наконец, заговорила холодным и отстраненным тоном. «Если вы так считаете, то, думаю, вы сделали свой выбор. Не ждите от нас никакой помощи. Ты сама по себе». Несколько дней спустя Джейн получила сообщение от своей матери, которое разбило ей сердце. «Мы решили вычеркнуть тебя из нашего завещания. Ты выбрала мужчину, который с тобой только из-за твоих денег. И мы не можем поддержать это решение. Ты больше не часть этой семьи». Джейн была опустошена. Она всегда была близка со своими родителями, особенно с отцом. Ее. Оказаться отрезанной от них не только финансово, но и эмоционально. Это был удар, которого она не ожидала. Она проплакала несколько дней, чувствуя, как на нее давит тяжесть их неодобрения. Том пытался утешить ее, но в глубине души чувствовал себя виноватым. Он задавался вопросом, не был ли он причиной разрыва между Джейн и ее семьей. Если бы он не появился в ее жизни, все было бы по-другому. Чего Джейн не знала, так это того, что ее отец понятия не имел о сообщении, отправленном ее матерью. Он никогда не хотел с ней расставаться. На самом деле он был убит горем, думая, что Джейн решила дистанцироваться от них. Отчаявшись понять, что произошло, отец Джейн нанял частного детектива, чтобы тот изучил ее жизнь. Он хотел знать, все ли с ней в порядке, счастлива ли она. Следователь сообщил, что у Джейн и Тома все хорошо. Они жили спокойной, довольной жизнью. И несмотря на отчуждение от своей семьи, Джейн, казалось, жила в мире. Только когда Джейн забеременела, ее отец решил обратиться к ней. Он прислал ей письмо, а также букет цветов и маленького плюшевого мишку для малышки. «Моя дорогая Джейн», — начиналось письмо, — «прости меня за все, что я сделал, что оттолкнуло тебя. Я скучал по тебе каждый день и надеюсь, что ты сможешь простить меня. Я хочу снова стать частью твоей жизни и жизни моего внука. Пожалуйста, давай оставим прошлое позади». Джейн была удивлена, когда получила это письмо. Ее. Она не ожидала, что отец протянет ей руку помощи, особенно после того, как мать так с ней обошлась. Она перечитывала письмо снова и снова, ее переполняли смятение, гнев и печаль. Как он мог вести себя так, будто ничего не произошло?
Неужели он не понимал, как сильно ранил ее их отказ? Но потом она вспомнила доброе сердце своего отца, то, что он всегда был тем, кто устранял пробелы и чинил препятствия. Может быть, только может быть, он не знал о тех обидных сообщениях, которые отправляла ее мать. Любопытство взяло верх, и она решила встретиться с отцом. Они договорились встретиться в маленьком кафе, вдали от любопытных глаз и осуждающих голосов. Когда Джейн впервые за много лет увидела своего отца, у нее защемило сердце. Он выглядел старше, усталее, и она поняла, сколько времени они потеряли. Они обнялись, оба сдерживая слезы, и сели поговорить. Во время разговора отец Джейн признался, что понятия не имел о сообщениях, которые отправляла ее мать. Он никогда не хотел с ней расставаться. Все это время он думал, что она решила уйти от них. «Твоя мать. Она всегда была упрямой», — сказал он хриплым от волнения голосом. «Но я никогда не хотела этого. Я никогда не хотела потерять тебя». Джейн слушала, и ее сердце смягчалось. Она поняла, что ее отец был такой же жертвой манипуляций ее матери, как и она сама. Они часами разговаривали, наверстывая упущенное. Джейн рассказала ему о своей беременности, о жизни, которую они с Томом построили вместе, и впервые за долгое время она почувствовала, что к ней вернулся отец. Но примирение не было полным. Мать Джейн пришла в кафе вместе с отцом и настояла на том, чтобы принять участие в разговоре. Джейн еще не была готова простить ее. Раны были слишком глубокими, боль слишком острой, но присутствие отца, его любовь и готовность все исправить вселяли в Джейн надежду. Возможно, со временем она смогла бы простить и свою мать, но сейчас она была довольна тем, что отец вернулся в ее жизнь. Шли месяцы, и отношения Джейн с отцом становились все крепче. Он присутствовал при рождении ее ребенка, и хотя ее матери там не было, Джейн смирилась с этим решением. Она поняла, что семья – это не только кровное родство, это люди, которые любят и поддерживают тебя, несмотря ни на что. И теперь, когда Том был рядом, она знала, что у нее есть все, что ей нужно.